Организация Объединенных Наций не выполняет важных своих задач. Тех, которые сопротивлялись, убили. А в своем прологе я говорил о том, что мы наши беседы будем строить не вокруг обсуждения каких-то идеологем, идеологических соображений и так далее, а вокруг анализа разного рода важных социальных ценностей. И несомненно, что одной из этих ценностей, может быть, даже первостепенной важности, является ценность безопасности. О ней сегодня мы поговорим. Безопасность включает в себя разные сегменты, разные моменты. И один из этих моментов, важных моментов, заключается в том, что это глобальная безопасность. То есть та безопасность, в которой концентрируется борьба с угрозами, угрожающими глобальному человеческому миру. Примерами этих угроз могут быть различные, но в первую очередь, наверное, нужно упомянуть о угрозе мировой ядерной войны. Мировой войны с применением оружия массового поражения. Это угроза, которая грозит, извините за тавтологию, грозит уничтожением всего земного шара. И не думать о ней, об этой угрозе, и не заботиться о том, чтобы каким-то образом ее оккупировать или хотя бы резко уменьшить, было бы безумие. Другой пример такой угрозы я бы мог назвать, это угроза разрушения, катастрофического разрушения окружающей среды, той среды, в которой мы с вами живем. А глобальные угрозы в значительной степени это предмет заботы и беспокойства, и размышлений разного рода мировых институций. В том числе такого мирового института, как Организация Объединенных Наций, как Организация ОБСЕ, Организация безопасности и сотрудничества в Европе, и много других, и советов, и комитетов во всем мире, неисчислимое множество. Институции существуют, они занимаются этими проблемами, этими вопросами, обсуждают, решают, но на протяжении всей нашей жизни мы убеждаемся в том, что эти проблемы не решаются. Более того, иногда они усугубляются угрозой. Почему это происходит? Потому что люди, которые работают в этих институтах, не хотят решать проблемы. Думаю, не поэтому. Я полагаю, что это признак того, что сами эти институты просто не пригодны для решения этих проблем. Они не устроены таким образом, чтобы уметь решать эти проблемы. Ну, например, Организация Объединенных Наций. По сути дела, уже само название этой Организации Объединенных Наций – это фейковое название. Это не организация. Организацией является только такое образование, такая общность, в которой прописаны, по меньшей мере, серьезные нормы поведения и серьезные санкции, неминуемо приводящиеся в действие по результатам нарушения этих норм. В этой Организации Объединенных Наций сидит 200 абсолютно разных государств, которые озабочены совершенно разными проблемами и которые занимают очень разные ниши в современном мире, и разного уровня влияния, и разного уровня направленности, и разного рода устройства, в том числе политической власти, а значит интересов, в том числе интересов политических элит. А эта организация объединяет не нации. В ООН представлены не нации, там представлены
политические кланы разных государств. Эти даже политические кланы разных государств, они не являются объединенными. Вообще, я бы назвал, если возникла бы необходимость просто изменить название этой институции, я бы назвал ее собранием суверенных политических кланов. Но дело же не в названии. Дело в том, чтобы решить проблему. Представление о том, что Организация Объединенных Наций не выполняет важных своих задач и неэффективно, по сути дела, превратилась в бездеятельное место работы успешных, хорошо содержаемых международных бюрократов, высказывается очень многими людьми. Это, моя точка зрения, не является удивительной. И очень многие лица, достаточно серьезные, достаточно весомые и авторитетные, высказывают предположение о том, что надо бы заняться реформированием Организации Объединенных Наций и других институций мировых, которые отвечают за проблемы социальной, глобальной безопасности человечества. Моя точка зрения заключается в том, что реформировать их не надо, потому что они не подлежат никакому реформированию. Никакое реформирование не поможет ничему. Нужно создавать новые институции под новые проблемы. Может быть, когда-то, когда создавалась Организация Объединенных Наций, может быть, она решала какие-то проблемы по следам окончания Второй мировой войны. Но прошло уже более 70 лет. Сейчас человечество сталкивается с совершенно иными проблемами, и для решения этих проблем, и для купирования непрекращающихся угроз глобального уничтожения необходимо создавать новые институции, конструировать их, затачивать под способность решать эти проблемы. Юзеф, вы упомянули о том, что, или вы считаете, что Организация Объединенных Наций себя изжила. Эта организация не является неэффективной и не способной решать мировые проблемы. Ну, то есть, место уже, наверное, на свалке. Так чем же заменить эту организацию? Кто может решать мировые проблемы? На основании чего? И какая механика возможного будущего объединения? Ну, я, конечно, не могу ответить на этот вопрос убедительно, потому что я не знаю никакого такого института, который уже существует, или основы которого существуют, которые, на мой взгляд, могли бы достойно заменить Организацию Объединенных Наций для решения вот такого рода глобальных проблем, скажем. Но у меня есть представление, во-первых, я убежден в том, что есть примеры, по крайней мере, которые показывают, что другие институции могут решать сходные проблемы, как будто бы нерешаемые. Ну, например, очень простое. Вы, наверное, помните еще проблему, которая сотрясала долгое время. Не глобальная проблема, но все же отзывалась во всем мире. Проблема с сомалийскими пиратами, которые нападали на суда. Да, там даже было международное боевое дежурство, то есть боевые корабли. По-всякому, разного способа предлагалось, и они не решались. Причем перед этим обнаружили свое бессилие и мировые институты, и мощные, могучие государства. Скажем, Соединенные Штаты, Россия, вооруженные до зубов страны. Они тоже испытывали сложности в связи с этой проблемой. Потому что там целая цепь морского, каких-то законов морских и так далее. Неважно, это детали, не хочу в это вникать. Но вы слышали в последнее время об этой проблеме? Нет, я не слышал. Нет, она решена. Каким образом она решена? Арабский шейх выделил на решение этой проблемы всего лишь $50 миллионов.
Я не шучу, всего лишь 50 миллионов долларов. На фоне тех денег, которые тратит на свое содержание одна Организация Объединенных Наций в год, более 5 миллиардов, 5,5 миллиардов долларов, 50 миллионов – это 1/100. просто чепуха. Он нанял бывших работников, профессионалов, бывших сотрудников ЦРУ. Они сформировали отряд из профессионалов военных, 1000 человек, высадились на той территории, в которой базировались сомалийские пираты, и провели с ними очень серьезную работу. Первое, кто купился на какие-то деньги, раздали деньги. Кто согласился на какие-то виды занятости, деятельности, работы, которая приносила возможности содержать свои семьи, им помогли в этом плане. Тех, которые сопротивлялись, убили. То есть вы полагаете, что... И примерно по очень далекой аналогии с этим случаем, я бы постарался изложить такое свое представление. Каким образом создать новый институт, новую структуру, которая смогла бы действительно снижать риски в области глобальной безопасности. А может быть и устранить их. Тем государствам, меняемым государствам, желательно, чтобы они были достаточно весомые и достаточно мощные в военном отношении и в экономическом отношении, надо просто спокойно выйти из Организации Объединенных Наций. Оставить эту старую кошелку в стороне. Не надо ее разрушать, не надо ее уничтожать. Те, кто останутся, какие-то государства, страны, которые захотят, пусть останутся, пусть решают свои проблемы между собой. А эти государства должны создать пул государств, специально нацеленных на решение этой проблемы. Исходя из вашего предложения, возникает впечатление, что весомые государства, которые будут готовы сформировать предлагаемый вами пул, по умолчанию стремятся решать мировые проблемы и по умолчанию стремятся купировать угрозы. Но мы же понимаем, что это не так. Что есть политические элиты, которым, напротив, выгодно поддерживать угрозы, тлеющие конфликты, и, исходя из своих политических интересов, может быть, даже не сиюминутных, а долгосрочных перспектив. Как быть с этим? Хороший вопрос, потому что действительно на самом деле так. Там везде, где вмешиваются политические элиты, везде, где вмешивается вообще политическое сознание и политическая работа, политики ведь говорят, это самое главное и самое большое достижение их – это умение говорить на дипломатическом языке, который умеет скрывать свои мысли. Я ведь обращаюсь не к политическим элитам, и я не надеюсь на них. Я надеюсь на здравое сознание людей, населяющих Землю. И я надеюсь на то, что, скажем, какие-то демократические механизмы, которые есть в достаточно большом количестве, условно говоря, западный мир, который привержен ценности демократии. Об этой ценности мы потом тоже поговорим, конечно. Тут тоже не так просто все и не так очевидно. Но тем не менее, это является общепризнанной ценностью. И где люди способны оказывать давление на своих политических лидеров. Хотел бы я посмотреть, как поступят политические элиты демократических государств, традиционно демократических государств, когда они получат запрос от своего населения на такого рода действия. Хотя понятно, что это непросто, потому что для того, чтобы это все произошло, нужно сначала, чтобы этими идеями заразились большие массы людей, которые способны оказывать
это давление. Для этого нужно обсудить эти идеи, по крайней мере. Исходя из этих идей, какой инструментарий вы могли бы вручить вот этому пулу для решения глобальных мировых проблем? Инструментарий какой? Сейчас действует, там, скажем, все члены Организации Объединенных Наций, они вроде бы объединены уставом Организации Объединенных Наций. Да? И одно из ключевых правил этого устава заключается в том, что все государства одинаково и бесконечно суверенны. То есть ни на какие государства никто не имеет права оказывать давление. Это означает, что никто не имеет права оказывать давление на политические кланы разного рода государств. А они очень разнообразны. Ну, недавно мы имели удовольствие жить вместе на одной земле в одно и то же время вместе с Бокассой, который кушал людей, просто кушал людей. И тоже сидел и общался, и с ним здоровались, пожимали ему руку, источали вежливые дипломатические улыбки. Сейчас мы продолжаем жить на одной земле вместе с режимом Северной Кореи, который просто превратил свой народ понятно во что, да? Правильно ли это, что все политические кланы имеют право на суверенность? Это ведь еще и стимулирует политически заточенных людей получать власть свою в своих странах и тем самым обеспечивать свою независимость и свою властность и свое влияние и на мировой арене, хотя они того совсем не заслуживают. Поэтому я не могу сказать, что какой инструмент я хочу дать, но, по крайней мере, в этом инструменте должно быть заложено поражение принципа безусловной независимости и суверенности каждой страны. То есть вы считаете возможно отделить самодостаточность, если хотите, самовлюбленность элит от суверенности страны? То есть возможно ли разделить интересы элит, которые, по их мнению, совпадают полностью с интересами государства? Меня не интересуют интересы элит. Я не люблю. Я вообще политику не люблю. Политику не люблю. Я думаю, что это вот сам вес политической компоненты в человеческом обществе, это и есть угроза существованию человечества. В нем заключена своя самостоятельная угроза. Но дело не в этом. Дело не в том, что я люблю, что я не люблю. Я могу ошибаться. Это моя личная точка зрения. Это все обсуждается. Но инструмент, который я предлагаю, он обеспечивает выборочное отношение к разного рода государствам и к их суверенитету. То государство, которое не создает угроз, не создает, это легко определить. Можно расписать целый ряд параметров, признаков того. Миролюбивое государство. Ради Бога, пожалуйста, пусть оно развивается так, как оно хочет. Я бы противился тому, чтобы, там, скажем, оказывать давление на цивилизационные какие-то особенности той или иной цивилизации. Это невозможно. Традиции, привычки и так далее, и так далее. Я говорю об одном только параметре, который я хотел бы положить в основу различения этих государств. Отличие миролюбивых государств от воинственных. Это только один из критериев, насколько я понимаю. Это существенный, ключевой критерий в данном конкретном случае для решения данной конкретной задачи. Для решения задач других это могут быть другие параметры. Но здесь мы должны
по крайней мере, этот четкий критерий для отделения, какому государству позволить быть бесконечно суверенным и не вмешиваться в его дела, а какому государству мировое сообщество в виде мирового жандарма имеет право и имеет возможность. Право всегда можно взять. Мировой жандарм всегда может право взять. Имеет возможность продиктовать свою волю и заставить превратиться в миролюбивое, скажем так. А вообще, в принципе, это разговор о, скажем, каким образом должен быть устроен политическая сфера человеческого мира, да? Или это должен быть однополярный мир. Есть разные модели. Совсем недавно мы жили в двуполярном мире. Да? Это два полюса, друг другу противостоящие, идеологически противостоящие, там, по экономикам, по вооружениям и все такое прочее. Какие полюсы мы знаем, да? Это западный мир вместе с Соединенными Штатами Америки и советский мир вместе с Советским Союзом и его сателлитами. Этот мир разрушился. Во-первых, он показал, что он очень несовершен. И, по крайней мере, с точки зрения этой нашей проблемы, которую мы обсуждаем, с точки зрения проблемы угрозы мировой войны, он был абсолютно неэффективен. Много раз скатывались на грань возгорания этой мировой войны, и только как-то удерживались. Это не та ситуация, с которой можно радоваться. А на некоторое время появился, наверное, однополярный мир, на который претендовали Соединенные Штаты Америки, может быть. А другая модель, предположим, которая достаточно активно продвигается руководителями неких стран, в том числе и Россия, это многополярный мир. То есть каждая страна или каждая, там, скажем, группа стран может служить полюсом, независимым, определяющим и достигающим своих задач и своих целей и своих интересов так, как они их оценивают. На мой взгляд, многополярный мир – это ад. Это врата в ад.